Приветствую, друзья! За последнее время мы с вами рассмотрели наушники практически всех видов и конфигураций. Однако компании Raptgo еще есть чем нас удивить. В своей новой гибридной модели Hook X им удалось совместить планарный драйвер на 14,2 мм и двухсторонний 9-слойный пьезоэлектрический. Подобных конфигураций я лично еще не встречал и даже не слышал о них. Но и это не все. Чтобы добавить звуку естественности, саму конструкцию решено было оставить открытой. То, что получилось, не только вызывает откровенный восторг. Данную модель можно спокойно сравнивать с решениями в несколько раз дороже. А это уже очень серьезная заявка на успех в среде продвинутых меломанов. Очень интересно. Собственно, поехали. Пришли наушники в серой, строго оформленной картонной коробке с изображением героев обзора, указанием на наличие планарного излучателя внутри и общей схемой их устройства с обратной стороны. Для того, чтобы узнать их технические характеристики, придется обратиться на официальный сайт или же страницу магазина. Из важного отметим импеданс 15 Ом и чувствительность 105 дБ на милливатт. В комплект нам положили небольшую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, вот такой вот плотный кейс для переноса и 3 набора практически идентичных с виду силиконовых амбушюр. Куда же больше интерес вызывает плотный кабель в матерчатой оплетке с заушинами из термоусадки, классическими уже вилочными коннекторами и модульным прямым штекером, к которому прилагаются все наиболее распространенные конфигурации. Это стандартный джек на 3,5 мм, балансный 2,5 мм и пентакон на 4,4 мм. Как показывает практика, это куда более удачный способ, чем выбор штекера еще на стадии заказа, поскольку позволяет переключаться между источниками при помощи одного и того же кабеля без каких-либо дополнительных вложений. Аппаратура показала сопротивление его общего канала равным 0,128 Ом, а левого и правого по 0,493 Ома. Разброс, конечно, присутствует, но абсолютно несущественный. Сами чашечки, как я уже упоминал, имеют открытую конструкцию с многочисленными отверстиями на задней части. Все это дополнено зеленой канвой, которая прекрасно гармонирует с полностью металлическим корпусом и аналогичной же расцветки кабеля. На внутренней их части расположилось единственное компенсационное отверстие и средний по габаритам звуковод с выступом для удержания амбушюр и защитной металлической сеточкой. Так что догадаться о использовании тут планарного излучателя можно лишь по просвечивающимся элементам драйвера сквозь отверстия лицевой части. Не скажу, что это прям очень круто смотрится, но вполне достойно. В уши модель мне села удобно. Единственные комплектные насадки оказались чуток маловаты, так что я заменил их на сторонние из набора KBIR. Вот так вот, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас практически эталонный импульс, допустимое расхождение между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 3%, что, конечно, немало, но все еще приемлемо. Кстати, правый канал имеет искажение заметно ниже, около 1%. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ составляют где-то 76 и 96 миллисекунд с небольшими возмущениями в области низких частот. Амбушюры, как видим, дают совершенно идентичный результат, что и неудивительно, поскольку отличаются они, разве что силиконом. По ЧХ же мы имеем подъем низких частот на 8 дБ с легким заходом на середину, классическое уже выделение области разборчивости и пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. Сам же диапазон нам честно довели до 20 кГц. При прослушивании Hook X буквально сразу подмечаешь, насколько же здесь прозрачное и при этом естественное звучание. С жирным и достаточно текстурным басом, легкой выразительной серединкой и комфортными, но довольно продолжительными верхами. Отчего вокал, как и большая часть среднечастотных инструментов, получают очень неплохой по глубине базис, просто превосходное разделение, подчеркнутую мелодичность и приятные слуху затухания, без рези, колкости и сибилянтов. То есть
есть верха нам не только подсветили, их еще и грамотно приготовили, чтобы они не доминировали и одновременно не были задвинуты на второй план. Что с учетом прекрасной насыщенности средних частот дает просто восхитительный баланс. Сравнивая героя обзора с Kinera Imperial Urd, хочется отметить куда более хлесткий бас. У Kinera он заметно мягче, чуть менее сочную середину и сильнее выраженные верха. Признаюсь, именно такими мне бы хотелось их слышать и в Imperial Urd. Немного акцентированными, слоистыми, с правильным весом и практически шелковыми по своей утонченности затуханиями. Серединка, скорее, за счет открытой конструкции кажется более чистой и разряженной, тем самым обеспечивая просто фантастический уровень погружения в материал. Не скажу, что Hook X превосходят Imperial Urd, это далеко не так, однако их вполне можно сравнивать. Кроме того, в Wrapped Go еще и прельщает однородность подачи, словно звучит какой-то один единственный мегаизлучатель. В 7 Гц Eternal сразу же ощущаешь отличие единственного динамического излучателя от планарного вкупе с пьезоэлектрическим. Звучат 7 Гц куда сочнее, объемнее и мелодичнее. В сравнении с ними у Wrapped Go намного больше воздуха, тоньше, изысканнее средние частоты и просто сверхпрозрачные верха. Впрочем, кроме явно положительных аспектов открытой конструкции, стоит иметь в виду и то, что в них немного, но слышно происходящее вокруг. Окружающим же ваша музыка нисколько не помешает. В 7 Гц Timeless звучание было не менее интересным, однако воспринималось еще тоньше и не было такого погружения за счет открытой конструкции. Шоу RS-12 настроили более агрессивными в области верхних частот, на что неоднократно жалуются владельцы. Решения же от Hi-Fi тюнингуются под практически ровную ЧХ, отчего они воспринимаются еще суше и нейтральнее. Это не хорошо и не плохо, просто другой подход к настройке звука. По поводу требований к усилению, лично я всегда беру планары с балансным выходом, чтобы гарантировать больше сотни милливатт на 32 Ома нагрузки. Можно, конечно, и меньше, но есть шанс их просто не раскачать. Обычный штекер на 3,5 мм имеет смысл только для каких-то внешних усилителей или полноценных аудиоплееров. По стилистике, на мой взгляд, модель абсолютно универсальна. Единственное, для чего Hook X могут не подойти, это если нужна не прозрачная мелодичная середина, а цельная с упором макро. Но это уже не про жанры, а про вкусовые пристрастия звука. Ну а за то, как герои обзора воспроизводят оркестровую музыку, можно лишь аплодировать стоя. Это нечто, друзья, сногсшибательное. Со свойственной инструментом текстурой, объемом, глубиной и точностью позиционирования в пространстве. Реально, друзья, лучше еще поискать. Комплектные амбушюры, несмотря на практически идентичные графики, немного, но меняют восприятие музыкального материала. Так вариант с голубым сердечником полностью убирает нижний бас, тем самым подчеркивая скоростные характеристики середины и непосредственно верха. Черные, на мой взгляд, самые басовитые, а белые нечто среднее. Но, как я уже упоминал, пользоваться стоковыми насадками я лично не стал. По мне так к Hook X просто шикарно подходят белые насадки с разноцветными сердечниками из комплекта КБР. Ими сейчас комплектуются многие флагманы, их же можно прикупить отдельно только лишь своего размера. Очень рекомендую и не только к данным наушникам. Из источников модели прекрасно подойдет как что-то супермузыкальное, так и строгие аналитичные решения. В первом случае мы усилим эмоциональную и мелодическую составляющую, а четкости и передачи мелких нюансов героям обзора и так не занимать. Нечто же мониторное с уклоном в аналитику, наоборот, подчеркнет и без того достойное разделение, усилит прорисовку нюансов, а также скоростные показатели на всем частотном диапазоне. То есть приоритетом здесь выступают лишь ваши собственные вкусовые пристрастия. У меня есть САП из каждой из этих двух видов настройки, и в каждом из случаев я получил свое особенное удовольствие от прослушивания. Если коротко, то о Hook X следует помнить, что это открытая конструкция, за счет чего прорисовка сцены тут просто волшебная, причем вне зависимости от сложности произведения. Довольно глубокий бас с любимыми многими раскатами на САП-составляющей, где сам диапазон совершенно прозрачен по тембрам. Серединка чистая, словно родниковая вода, с чуть выдвинутым вперед вокалом, подчеркнутой мелодичностью и такой реалистичностью, что кажется, что до музыкантов буквально не
несколько шагов. Высокие же это вообще произведение искусства. У Raptgo как-то получилось совместить отличную протяженность с правильной массой и естественностью происходящего. Нигде ничего не сыпет и не режет. И при этом все затухания, друзья, как на ладони. Очень здорово получилось, в уровень с лучшими моделями от других производителей. Итогом открытые гибридные наушники, основанные на планарном и пьезоэлектрическом излучателях, произвели, на мой взгляд, настоящую революцию в звуке, задвигая модели, которые до сих пор считались чуть ли не лучшими в своем ценовом сегменте. Насадок в комплект положили с избытком, но я бы рекомендовал заменить их на сторонние от КБИР. С ними становится не просто лучше, а гораздо лучше. А вот кабель реально порадовал. Цветовой тон к наушникам плотный, витой, со сменными штекерами всех распространенных типов. По звучанию же у нас глубокий, с хорошей динамикой бас, кристально-прозрачная серединка, причем с очень неплохой мелодичностью и прорисовкой нюансов. Просто невероятно вкусно приготовленные верха и идеально точно построенная сцена. А заботиться следует только мощностью вашего усилителя. Планары всегда были очень чувствительны в данном плане, так что чем больше, тем, как говорится, лучше. Суммарно модель мне очень понравилась, и даже имея в коллекции наушники более высокого уровня, частенько для прослушивания предпочитал им гибриды от Raptgo. Очень достойно, друзья, можно брать. А на этом у меня все. Это были внутриканальные наушники Raptgo Hook X. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.